Всем хай. Еще одна программа для фрезеровки паза, так называемая пил-моде. Снимает боковой стороной зуба и можно использовать всю длину зуба. По параметрам. Q1 старт, Q2 шаг фрезеровки, ну вот Q2, Q3 конец фрезеровки, конец паза, Q4 глубина фрезеровки, Q5 радиус подхода к съему. Это вот этот вот. Q6 ширина паза. Q6. Q40 это быстрая подача. От этой стороны бежит на эту сторону с быстрой подачей. Q41 подача рабочая. Так, что тут у нас? Тут у нас два одинаковых кадра есть. Q15 равен, и вот тут Q15 равен. Это относится к этому, а это относится уже к измененному Q1 при повторах. Все, можно смотреть. Так, еще 0 может быть где хочешь, но для работы этой программы надо 0 сместить на начало паза и посередине. Это вот это идет смещение. И если этот паз под углом, можно тогда уже разворачивать его на любой угол. Смотрим, что у нас тут есть. Конец, миллинг, радиус, ширина паза. Ну, все, можно туда проверять. Вот это нулевая первый проход, ну, цепанул там чего-то. И он начал врезаться. И вот радиус идет по воздуху, последний проход. Так, что тут еще можно сделать? Радиус. Радиус можно сделать равным радиусу фрезы. Фреза 10. Сделаем пятерку. Все работает. Если радиус меньше сделать, то будет ошибка. Радиус меньше радиуса фрезы. Можно сделать. У нас паз 60. Можно сделать 30. 30 и начать, например, не с нуля, а с 50. Проверяем. Это если фреза сломалась. Начать с середины паза надо. Можно так делать. И можно развернуть тогда. Делаем 50, 0 опять. Или 0 уже был. Сделаем минус 20. Минус 20. И здесь угол сделаем. Где там у нас поворот? Вот он. 10 градусов. Проверяем. Тут в начале пошел некрасиво. 50 что ли осталось?
Да, 50 осталось. 0 сделать надо. End. 50 минус 20 было 30. Но end, но end. Вот все красиво пошло. Вот тут чуть-чуть радиусочек остается. Чтобы его не было, надо длину просто увеличить на нужный размер, и все. Финиш. Всем удачи, качайте, пользуйтесь.